Здравствуйте, дорогие гости моего канала! Лунный календарь на 10 января 2022 года. 10 января 2022 года – понедельник. Хронология лунных дней. 8-й лунный день начался с 12 часов 9 января и продлится до 12 часов 8 минут 10 января. 9-й лунный день начнется с 12 часов 8 минут 10 января и продлится до следующего дня. Сейчас длится фаза растущей Луны. Луна в Тельце входит в знак в 17 часов 51 минуту. Понедельник – день Луны. Период Луны без курса длится с 10 часов 22 минут до 17 часов 46 минут. Напряжение предыдущих дней, связанное с прохождением Луной знака Овна, спадает. В период Тельца, который начнется у нас в 17 часов 51 минуту, вы начнете чувствовать себя более спокойно, надежно и умиротворенно. Почва больше не уходит из-под ног, мы твердо стоим на земле и чувствуем себя вполне уверенно. Мысли уже не скачут в голове, как сумасшедшие, да и реакция замедляется. В дни Тельца мы все немножко тугодумы, к тому же теперь нас трудно сдвинуть с места, появляется некоторая склонность к упрямству, мы становимся мирными, медлительными и немного флегматичными. В эти дни хорошо заниматься домашними делами, решать будничные житейские проблемы, закупать продукты, делать мелкий ремонт в квартире, а рабочее время посвятить рутинным текущим делам. А вот с бизнесом лучше переждать, крупных сделок желательно не заключать и контрактов не подписывать. Возможны ошибки из-за замедленной реакции и неспособности быстро соображать. Благоприятно сегодня внимание к близким и любимым людям, забота о них и поддержка, если они в этом нуждаются. Неблагоприятно сегодня, так это заключение сделок, финансовые операции, поездки, проявление инициативы, заключение брака, любые нагрузки на организм, переедание и злоупотребление спиртным. Символ дня сегодня летучая мышь. Смысл и цель 9-го лунного дня – иллюзии, обманы и обольщения. 9-й лунный день очень опасен, так как энергетика его крайне отрицательно влияет на человека. Люди подвержены страхам, тревогам и мрачным мыслям. Необходимо сознательное очищение помыслов и регулирование своих желаний. Большинство людей склонны к конфликтам, оправдывают свои собственные ошибки, перекладывают ответственность за свои промахи на других. Энергетика этих лунных суток крайне отрицательно влияет на человека, возможны тревоги, страхи и мрачные мысли. Большинство людей склонны к конфликтам, оправдывают свои собственные ошибки, перекладывают ответственность за свои промахи на других. Возможны тревоги, страхи и мрачные мысли. Следует опасаться обмана и всевозможных искушений. В этот день очень легко поддаться иллюзиям и обольщениям. Может, например, появиться повышенное самомнение. Постарайтесь избежать этого, иначе попадете в просак, будете наказаны за гордыню. Этот день лучше провести в спокойной будничной работе. Будьте скромны, за новые дела лучше не браться. Есть риск ошибиться в оценке своих возможностей и провалить дело, поэтому спокойно продолжайте уже начатое. Чувства лучше не проявлять. Возможно, невезение, получение дурных вестей. Постарайтесь перетерпеть все без всплесков эмоций. Не надо ничего никому доказывать, пытаться отстаивать свое мнение. Сегодня оно может быть ошибочным. Хорошо в этот день простить человека, который вас обидел или огорчил. Весьма уместно и полезно романтическое свидание с противоположным полом. Здоровье в 9-й лунный день.
Следует обратить внимание на грудной отдел, на предупреждение межреберной невралгии и стенокардии. В этот день очень вероятны отравление и интоксикация. Начавшиеся болезни трактуются как весьма серьезные, так как предупреждают о том, что вы выбрали неверный путь своего духовного развития. Уязвимо горло, голосовые связки, щитовидная железа. Повышается опасность осложнений и обострений болезней этих органов. Если ваша работа связана с нагрузкой на голосовые связки, постарайтесь в эти дни отдыхать, либо работать в таком режиме, чтобы была возможность побольше молчать. Берегитесь простуды больше, чем в другие дни. Полезно делать все, что помогает горлу, носоглотке, полоскание, прогревание, ингаляции, а вот операции на горле делать не рекомендуется, как и в дни Овна, а также посещать зубного врача. Зато эффективными будут операции и процедуры, связанные с половыми органами и прямой кишкой. Чтобы помочь горлу, приготовьте отвар аптечной ромашки или шалфея и полощите им горло. Ромашка, так же как и шалфей, обладает противовоспалительным, антисептическим, патогонным свойствами. Также очень полезно при различных простудных заболеваниях попариться в бане с отваром ромашки или эвкалипта. Для этого на горячие камни плещут горячую воду с порцией отвара, и банный пар приобретает полезные свойства. Женская красота в 9-й лунный день. Неблагоприятный день для стрижек волос и косметических процедур. Это может повлечь за собой ухудшение здоровья, заболевания. Снам в этот день не надо верить, они могут быть мучительными, тяжелыми, страшными, но ничего не бойтесь, это тоже провокация этого дня. Поутру все развеется без следа. Камни этого дня – черный жемчуг, александрит, раухтопаз, змеевик. Я благодарю вас за просмотр. Если понравилось это видео, то ставьте класс, подписывайтесь на канал. Желаю вам добра и благополучия. До скорой встречи в новых видео.